Друзья, всем привет, на связи. Хочу выразить респект абсолютно всем и каждому, кто поддерживает канал, кто ставит лайки, кто подписывается и кто дает какой-то фидбэк в комментариях. В этом ролике речь пойдет про гетто спальных районов города Киева, и заодно мы пройдемся по Дарницкой площади, по Ленинградской площади, посмотрим, что там продают. В одном из прошлых роликов я рассказывал и показывал вам рынки, да, пару рынков. Но вы знаете, у меня сложилось такое мнение, что многие считают, что если люди закупаются на рынках, то это дно, то это реальное дно. В этом ролике я хочу, не то что переубедить, а просто показать, что не всегда это так. Начну вот с этого места. Это у нас кинотеатр Днепро, это Днепровский район. И спереди у нас Дарницкая площадь, в прошлом она называлась Ленинградская. Давайте посмотрим по поводу рынков, по поводу вот этих вот, назовем так, трущобных, не трущобных, чтобы никого не обидеть, ларьков, в которых, в принципе, каждый может найти себе все, что угодно, и не обязательно для этого наличие магазинов. Вот смотрите, человек идет, условно говоря, на троллейбусную или автобусную куда-то остановку. Он проходит с этих домов, со спальных домов, и может купить по дороге все, что ему душа пожелает, начиная от цветов, квиты, вазоны, прокат автомобилей. Хотели, кавоварка. Заходите в кофейню, закупаетесь, что вам нужно утром в 7 утра, и со стаканом латте вы двигаете дальше. Дальше у нас фаст-кебаб на углях. Тут же у нас китайская суши. И тут же у нас парикмахерская. Вот, допустим, парикмахерская, цены на парикмахерскую. Чоловіча стрижка 500, стрижка бороды 350, комплексная стрижка 750, ножицами укладка 50. Это Wild West, да, Дикий Запад. Вот у нас такое работает до 8 часов. Перед работой заскочили, подстриглись, топчик и погнали дальше. Кто не видел видеоролики с рынков, обязательно посмотрите, ссылочки будут под видео. Много интересного, можете сравнить цены, да и в принципе ознакомиться. Second-hand, вижу, что зачинено, да, на двери висит, но это не значит, что он не работает. Это значит, что новая, скорее всего, партия приехала, и можно ее там подразгрузить. Новая почта в закромах, она сейчас находится во многих европейских странах, то есть, видите, на вывеске, на стекле Польша, Німеччина, Чехия, Литва, Молдова, Румыния. По Европе до 3 дней вы можете отправить и получить все по щелчку пальца. По Украине новая почта, просто колоссально помогает людям доставлять и получать посылки в течение суток. То есть не сравнить с Укрпочтой вообще никак. Вот реалии и будни спальных районов. Если вы оставляете велосипед, то его обязательно нужно приковывать на якорную цепь. Мне кажется, тут легче перепилить сам багажник, да, чем эту цепочку. Дальше у нас есть ремонт мобильных телефонов. Мобильные телефоны пользуются и будут пользоваться популярностью. Тут же у нас продажи, да, для тех людей, которые отказались. 1600, 1900, Android 7, Redmi 7. Samsung со стилусом. До 1500 можно прикупить себе телефончик вообще без каких-либо проблем. Секс-шоп. Возвращаетесь вы вечером с работы в противоположном направлении домой. Заскочили, закупили все, что нужно вам для вечера или для ночи. Сигареты, цен нету, я не курю, поэтому даже и спрашивать не буду. Дальше у нас спереди вот такая вот небольшая там проблемка, авария.
Выражаю огромный респект всем водителям, которые ставят опознавательные знаки, ну, хотя бы на расстоянии 10-20 метров. Треугольнички имею в виду, да, светоотражающие, потому что это нужное дело. Так, дальше тут у нас кофейня. В кофейне у нас, посмотрим цены: эспрессо 22, американо 22, латте маленький 30, большой 42, какао 22 маленький, 37 побольше. Все это, как видите, в магазинах, все это на прилавках, да, не в магазинах, а вот в таких вот у нас штуках. Добрый день. Добрый день. Хек у нас. Сколько хек стоит? 150, наверное, да? 158, 160. Груша 39. Так. И скумбрия 263. Сложно вспомнить, насколько оно соответствует магазинным ценам, но удобно. Вот люди точно так же, видите, идут и что-то покупают. Что тут у нас есть на этих прилавках? Это такое впечатление, что они какие-то просроченные. 6 гривен сухари. А ну давайте посмотрим. Да, то, что я и думал. Смотрите, дата 4, 10, 23. То есть сейчас на дворе 21 февраля 2024 года, для понимания. Тут у нас 4 месяца тому. Ну, как бы люди понимают, скорее всего, и поэтому дешевое у нас все это дело. Вот у нас есть какая-то лапша, да, или что это такое, супчик, рис, каша быстрого приготовления. Так, то же самое, да, 25, 10, 23, мивина 8 гривен, джем 20 гривен, майонезы 10 гривен, попкорн. Так, дальше у нас кетчуп, допустим. Кетчуп, дата 6-22. Ну, короче, тем, кому нужно, могут легко сюда прийти и закупиться. Идем дальше. Дальше жалюзи, ролеты, фурнитура. Пока стоял, за спиной навис охранник. Охранник такого некондиционного состояния, такого полуобморочного, так скажем. Но охранник выполняет свою роль, чтобы не растащили, наверное, мивину за 6 гривен. Так, тут у нас мясной такой, сыромолочный отдел. Сыр кисломолочный, для понимания, это творог. 9% 95 гривен, 5% 75. Цены вот такие вот у нас на домашние яйца. Кстати, домашние яйца 59 гривен. Вчера я был в Ашане. В Ашане цена на яйца была, если мне не изменяет память, 49 гривен. Посмотрите видео, ссылочка во всплывающей подсказке или под видео будет. Обязательно посмотрите, я показывал вам Ашан. Так, тут у нас дальше идет рыба и цветы. Цветы 40 гривен тюльпаны. Сейчас пойдут просто толпы на тюльпаны. И это те цветы, которые не живут относительно долго, но которые яркие, недорогие и довольно неплохие. Так, мы приближаемся к Ленинградской площади. Спереди у нас, как вы видите, начинается велодорожка. Удивительно, да? Но факт, удивительно, но факт. Зеленый свет. Начинаем движение прямо. Велодорожка в Киеве пока это такой очень абстрактный девайс, да, такой аргумент, потому что прямо даже сейчас посмотрите, девушка идет по велодорожке, и ей все равно на самом деле. Спереди мужчина идет по велодорожке, да, конечно, они отойдут, когда будет ехать велосипедист, но в толпе, допустим, в час пик, мозг работает абсолютно по-другому, и они просто воспринимают, запоминают это также. Так, вот, что сохранилось с прошлого. Магазин
магазин, киоск с прессой. Я не знаю, кто-то покупает ли сейчас какие-то бумажную вот такую вот продукцию. Наверное, это, скорее всего, только осталась детская продукция, да, какая-то 84 гривны, 60 гривен, что это такое, какие-то развивашки. Конституция Украины 60 гривен, Криминальный кодекс, парады водія, правила дорожнего руху. Сколько стоит? 40 гривен бумажные. Сейчас даже в Маломальском, да, в любом, наверное, в любом поселке, селе, на отшибе Украины есть интернет. И ведь те же даже правила дорожного движения увидеть в интернете, я думаю, быстрее и легче найти, чем листать бумажную продукцию. Но по-прежнему есть, будут и были люди, которые любят держать в руках именно бумагу, ее запах и запах книг. Салон стрижки от 150 гривен, маникюр, фарбування, массаж, косметология, салоны красоты, потребні массажисты и так далее. Указатель есть, а салона не вижу. Вижу, салон справа. Справа салон, по центру у нас оптика. Дальше лотерейные билеты. Когда-то, наверное, тут продавали билеты на троллейбус, на автобус и сигареты. Ну, для интереса, да, вот я не курю, но для интереса вам, возможно, будет узнать цены на сигареты. Вот посмотрите, поставьте на паузу и посмотрите, какие цены. Бонд, да, 71 гривна. Бонд 71 гривна, ЛМ 88, Марвел 100, выше 69. Ну, короче, средняя цена, я так смотрю, вот 80 гривен. А ну, курильщики, скажите, насколько вам хватает пачки сигарет? В комментариях ответьте. Так, тут у нас дальше шаурма. Добрый день. Шаурма в лаваши 80 гривен. Мини большая по 2 на 150. В хлебе 80 гривен. Хот-дог в булке 50. Смаженные пирожки 25 гривен. Вот, кстати, очень удобно сразу, чтобы по 10 раз на день не спрашивали, а можно ли на карту. Вот сразу человек, да, карту вам и организовал на витрине. Донер кебаб. Тут же у нас булочка. То есть мы говорим пока что про то, что насколько удобно, да, возвращаясь к вопросу, что многие говорят, киоски это зло, рынки это зло. Возвращаясь к вопросу о том, что люди, которые двигаются в направлении, да, там, работы, да, или просто куда-то им нужно, да, на троллейбусную остановку, очень быстро, очень легко и очень просто можно заскочить вот в такой вот киоск, не заходя в огромные какие-то Ашаны, в огромные Новусы, тратя именно на передвижение там огромное количество времени, заскочил, купил и вышел. Это меньше 1 минуты, наверное, времени, потому что сколько вы времени потратите просто на то, чтобы преодолеть расстояние в Ашанах и Новусах или Сельпо, я думаю, несравнимо. Вот, смотрите, зашло 2 человека, сейчас они купят то, что нужно, и пойдут дальше без каких-либо проблем. Так, если мы углубимся во двор, то мы увидим тут АТБ. АТБ, несмотря на то, что на сегодняшний день этот магазин считается самым дешевым в Киеве, по крайней мере, не знаю, в Украине, в Киеве. Сейчас появились какие-то там Авроры, не Авроры, не знаю, но Аврора вроде бы, поправьте меня, если это не так, это магазин не продуктовый, а там все подряд, да, типа все за 10. АТБ, особенно если он после реконструкции, он выглядит достойно, вполне достойно внутри. И если вы научены опытом, да, проверять сроки годности, то я, честно говоря, не вижу абсолютно никакой разницы, где вы будете покупать продукцию. В АТБ или в каком-то навороченном новом Сельпо. Разница в цене, единственное, вас приятно удивит. Тюльпанчики. Тюльпанчики у нас вот такие вот интересные. Давайте уточним. Добрий день. А підкажіть, а жовтий в яку ціну? 50 тюльпаны, видите? Дякую. Так, дальше у нас ремонт, опять же, телефонов, продажи телефонов. Ну, тут уже по-суровому, видите, 7500, не знаю, модели, какие-то Samsung 4500, 8. Это у нас Redmi
не понимаю. 7 тысяч, 4 500 снизу, куча всего. Курс доллара мы прошли, только что обменник. Курс доллара на сегодняшний день 38 гривен за 1 доллар или 40 гривен за евро. Так, точно так же, вот, кофейни, то есть мы сейчас прошли уже, ну, я не знаю, сколько кофеен, наверное, 3, может быть, 4, то есть нехватки в количестве мест, да, то есть если люди идут, допустим, и они хотят просто забежать, взять какое-то латте и пойти далее, то я не думаю, что есть какие-то очереди. Вот удобно, видите, девушка, допустим, сидит, можно посидеть, выпить кофею и тут же подстричься. Стрижка, экспресс-стрижка 200 гривен. Когда-то она стоила вот в таких вот парикмахерских, на моей памяти, кажется, 30 гривен это стоило. Рошен, я думаю, что никому не стоит объяснять, чей это магазин, и никому не стоит объяснять количество таких магазинов в Киеве. В преддверии новогодних праздников очень классно украшают, и очень все это дело красиво выглядит. Ярко, независимо от того, по секрету скажу, есть освещение в Киеве или нету. Да, вот такой вот год назад было наблюдение, что, наверное, из всех локаций, которые светились, наибольшее освещение было в магазинах Рошен. Могу, конечно же, ошибаться, но не думаю. Украинский бренд, все навалено. Вот еще, знаете, какое мое наблюдение, очень такое, ну, скажем так, правдивое и на самом деле реальное. Это вот такие вот небольшие лотки, небольшие такие магазинчики, в которых, скажем так, неудобно смотреть, но которые имеют просто топовые профили в инстаграмах, которые продают через инстаграм, а это у них как шоурум некий. То есть вы, заходя в инстаграм, да, неважно каким образом вы его нашли, вы выбираете себе классно отфотканную вещь, да, видео или вещь, и покупаете. Если вы находитесь в другом городе, то вы заказываете у OLX там доставку там или наложку. Если при получении меряете, сейчас благо дело во всех там Укрпочты, ну, Укрпочты не знаю, в новых почтах есть примерочные. Меряете, если подходит, оплачиваете, все. Если не подходит, отказываетесь. Если вы находитесь в том же городе, да, где такой магазинчик находится, то приходите и мерите без проблем. То есть к чему я? К тому, что по факту этот шоурум, этот магазинчик, он выглядит непристойно, но в реальности, да, там довольно-таки неплохие вещи. Вот кондитерская, нет, не кондитерская, мясные деликатесы. Мясные, не буду заходить, там внутри много людей, но отсюда вам скажу, что сыр я вижу 208 гривен, твердый сыр, да, 175, мясо я вижу 157 и еще какое-то мясо там 118. Что касается бездомных сейчас на градуснике плюс 12, но вот как мы с вами прошли, все относительно чистенько, все относительно убрано. Бездомные есть в любом городе, в любой стране абсолютно. И я думаю, что если вы мне скажете, что в вашем городе, в вашей стране нету бездомных, нету вот таких вот людей, которые просят с протянутой рукой, я думаю, что вы слукавите. Вот так вот у нас ломбарды, швидко гроші и наушники с булочками Кулиничи. Вот это, кстати, если я не ошибаюсь, бренд львовский, могу ошибаться, или тернопольский, или львовский, и говорят по слухам, что в принципе довольно-таки вкусные там изделия продают. Я завернул за угол, и если мы с вами посмотрим, что за углом, вот что меня больше всего удивляет в количестве. В количестве меня удивляют аптеки и ломбарды.
Вот смотрите, на 1 квадратном метре, я даже не буду показывать, что у меня за спиной, количество аптек. Раз аптека. Там, кстати, за углом еще было 2 аптеки. Раз аптека, маркет, ломбард, нет магазин, можно его считать тоже некой аптекой. Дальше снова ломбард. Дальше, если вы посмотрите, снова аптека. Аптека Net.ua, бажаємо здоровья, 800-21. Дальше снова ломбард. Да? И дальше снова... нет, уже не аптека, уже обмен валют. То есть, видите, да? Ну, тут молочка какая-то продается. Ну и буквально, если мы прошли вот 20 метров, мы снова видим ломбард, мы видим магазин «Белок», это спортивное харчевание, синий ломбард справа, а слева еще один ломбард, просто он называется уже комиссийная техника. Друзья, вот такие вот дела, такие вот пироги. Ну, кстати, вот, раз мы уже о ломбардах заговорили, вот посмотрите на той стороне, вот я остановлюсь. Раз, ломбард, магазин комиссийной техники. Красные ворота, еще один ломбард. Зеленый, еще один ломбард. Дальше там идет ортопедичный салон, там еще что-то. И вон с той стороны там еще один ломбард. Короче, ломбарды в спальных районах — это, с одной стороны, наверное, зло, с другой стороны, это плюс. Зло почему? Потому что эти ломбарды, они подталкивают воришек, которые, да, занимаются какими-то кражами там, сумок с квартир, они их подталкивают и мотивируют сдавать эти краденые вещи. А с другой стороны, если это, в принципе, есть в этих ломбардах, то для полиции абсолютно не проблема туда нагрянуть и найти украденную у вас вещь или технику. Друзья, но по поводу сегодняшнего ролика. В сегодняшнем ролике, я не знаю, переубедил я вас, не переубедил в том плане, что удобство рынков, удобство вот таких вот точечных кафешек, да, киосков, в отличие от больших глобальных магазинов, оно имеет место быть, потому что в большом глобальном магазине вы не всегда быстро что-то сможете купить, а вот в таких вот проходных почему нет? Цены вы видели, ассортимент вы видели, количество вы видели. Поддержите канал, палец вверх, подписка и фидбэк, что думаете по этому поводу. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.